пациентки второе мнение моей сестре необходимо для усиления группы инвалидности по опорно-двигательному аппарату на ХСН, ЭПН моча глюкоза 5,6, плотность 1,30 Б, Х крови глюкоза 6,30, рёфер. Интервал 4,1-5,9, креатинин 89,4, реф. 45. 84 мочевина 10,32, реф. 2,8, 7,2. Гликированный 6,6, реф. 4,6. Оаксуя 35, реф. 2,15. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 61 года, дата исследования 9 сентября 2023 года, область исследования почки, надпочечники. Надпочечники обычных размеров формы, структуры. Правая почка, нормальных размеров 104 на 53 на 51 мм. Паренхима однородна. Чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка структурна. Правый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. В паренхиме верхнего сегмента киста размером 13 на 10 на 13 мм. В паренхиме заднего сегмента киста размером 5 на 4 мм. В паренхиме нижнего сегмента киста размером 5 на 6 мм. Левая почка, нормальных размеров 114 на 58 на 44 мм. Паренхима однородна. Чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка структурна. Левый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. В паренхиме верхнего сегмента киста диаметром 7 мм, на границе заднего и нижнего сегментов, киста диаметром 3 мм. При выполнении DWI участки патологически измененного коэффициента диффузии достоверно не определяются. Заключение МР картина единичных кист обеих почек. Рекомендована консультация уролога. 9 сентября 2023 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: в обоих почках есть единичные, небольшие кисты. Особого значения они не имеют, делать с ними ничего не надо. Профилактически имеет смысл посетить уролога. Объем почек, паренхимы достаточный, чего-то катастрофического с почками нет, отток мочи не нарушен. Вопрос пациентки: есть вопросы в части отсутствия критичного изменения в почках. Креатинин 89,4, реф. 45. 84 мочевина 10,32, реф. 2,8, 7,2, которые сохраняются на протяжении 2 лет исследования, показывают на наличие критичного изменения в почках. В части кист почек почечная гипертония до 210/110 мм. РТСТ есть влияние кист на работу органов и систем. Как при показателях биохимии крови креатинин 89,4, реф. 45. 84 мочевина 10,32, реф. 2,8, 7,2. На протяжении ряда лет не могут быть изменения в структуре почек. Ответ к М.Н. Котова М.А. До определенного момента функциональные изменения идут без структурных изменений, видимых посредством лучевых исследований. Для выявления структурных изменений на ранних этапах имеет смысл сделать биопсию. Вопрос пациентки: СКН надо подсчитать. Не имею реальной возможности подсчета из-за плохого самочувствия и отсутствия права на диагностику, давно ушел из медицины, с начала 2000-х годов. СКН явно не в пользу нормальной фильтрационной способности почек. Клубочки явно нарушены, недостаточно функционируют. Очень надеялся на вашу помощь. Ответ к М.Н. Котова М. О состоянии нефронов достоверно можно судить будет только по результатам биопсии.